Путин, как истинный северный кореец, без колебаний сожрет самую верную собаку. Верность ему нравится даже на вкус. Она добавляет блюду пикантности, усиливает глубину вкуса, прибавляет объемности пищевому кому. Собаки Путина это отлично знают и живут в постоянном истерическом страхе. Вот тот же Пушилин, глава карикатурной ДНР. Ну, понятно, уморительный, мерзкий, вечно насмерть перепуганный Боров. Всюду вроде бы он шарашится, говорит какие-то слова, трясет кулаками, суетится, но он отлично знает повадки хозяина и поэтому мечтает о пожизненном в камере без окон и дверей. Профессиональный жулик, получивший когда-то образование в МММ, отлично знает, чем дело закончится для него лично, поэтому всегда носит с собой в чемоданчике свежий саван. Он живой свидетель всего донбасского кошмара, создатель и соавтор лжи про 8 лет Бомбас. Пушилин понимает, что, конечно, не жилец, но из марионеток Путина ему никуда не деться и не выпутаться. Крепкие ниточки, и вживлены они прямо в мясо. А марионеткой Путина быть, ох, как сложно. Путин тот еще кукловод. Кукловодить у него получается еще хуже, чем воевать с Украиной. Он вечно дергает за что-нибудь не то. Он дергает, а идиотом приходится выглядеть Пушилину, как, например, в Петербурге на этом международном экономическом форуме. Причем он выглядел настолько идиотом, что даже путинские СМИ вынуждены были удалить все упоминания о нем и изъять всю наболтанную им ахинею. Пушилину, надо сказать, особенно тяжело. Ему еще предстоит решить, кого надо бояться сильнее, Путина или украинских партизан, которые очень, кстати говоря, успешно ликвидируют в последнее время публику такого типа, как он. Вообще, очень скверно ведут себя все путинские марионетки. Но это не совсем их вина. Это очередные проколы Путина. Одно умение – сажать, обворовывать, пытать туда. Этому его учили и научили, и тут Путин преуспел. Но никаких других талантов за Владимиром, собственно, не числится. Из него не получилось даже таксиста, и он вынужден был пойти в президенты. А уж кукловод – профессия вообще очень тонкая. И за что он там дергает своих Пушилиных, Гундяевых и Рогозиных – вообще необъяснимо и непредсказуемо каждый раз. Вовины сомнительные таланты кукловода привели еще к одному скандалу. Опять это наш парчевый клоун Гундяев, патриарх московский и всея Руси Кирилл. На днях Кирюша почувствовал натяг нити, управляющей его носом, и решил, что прошла сверху команда «нюхнуть гноя». И он понюхал его, раздевая ноздри так вот на пол физиономии. Гундяев на часик вылез из своего миллиардерского, позолоченного, елейного мира и шастанул в госпиталь к путинским оркам. Ну, там, как полагается, он художественно, но невразумительно и долго врал им про их высокую миссию, про защиту Отечества, приплел, как обычно, стандартный куплет про «други своя», все бы ничего, но тут-то выяснилось, что от слов патриарха на стеклянных дверях палаты проявились якие фигуры Богородицы. Да, на стеклах действительно появилось изображение то ли кикиморы, то ли проститутки из отдаленных районов Марса. Из героини древнееврейского фольклора, суррогатной мамы Иисуса Иосифовича, изображение не имело ничего вообще общего. Скорее всего, это был просто отпечаток рожи любопытного ФСОшника из Гуниной же охраны. Если бы Гуня, который так любит поговорить о страданиях и о их целебном эффекте, порвал бы хоть одну ниточку и хоть один раз поднял глаза повыше щек президента,
то заметил бы, что у истекающего на кресте кровью символа страдания давно выросла чуприна, и сам он облачен в вышиванку. Все-таки Путин очень мелко плавает. Если он хочет славы собирателя русских земель, то у него захват должен был бы быть пошире. Например, Голландия. Надо ли там освобождать и собирать русскую землю? И есть ли она там вообще в Голландии? Есть. Там есть русская земля, и по логике Путина она тоже требует освобождения. Дело в том, что в течение почти 30 лет шла оживленная торговля как торфонавозным грунтом, так и смесями типа огородник и наша дача. Русская земля поставлялась в Голландию в больших пластиковых пакетах извращенцам Запада, которые распределяли ее по горшкам, газонам и теплицам. Чтобы закрепить высокий титул собирателя земли русской, Путину, конечно же, следовало начать с цветочных горшков на голландских подоконниках. Голландцы, конечно, свои тюльпанчики и ирисы так просто не отдали бы, и тоже все закончилось бы долгожданной ядерной войной. Конечно, для начала пришлось бы побомбить Амстердам, Гаагу, расстреливать тысячами голландских детишек и беременных дам, убить туда-сюда сотенку тысяч своих собственных орков, но это фигня. Русские солдаты умрут в обнимку с унитазами, то есть с чувством выполненного долга, совершенно счастливые, по его логике. Найдет ли эта идея, например, понимание в Кремле? Да, несомненно, найдет. Несомненно, кремлевские и думские маразматики, уже не знающие, как именно изощриться, чтобы угодить Вовочкиной паранойи, поддержат и эту инициативу тоже. Появится возможность открыть как минимум еще один фронт, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что Россия дошла до той ручки, что с ней пора прощаться. Пляжи Анталии, кстати, тоже необходимо освобождать в Турции. Они же политы русской кровью. Сотни тысяч русских дам там теряли гигиенические пакеты. Самое интересное, что и эта идея будет принята и в Кремле, и в Думе с необыкновенным воодушевлением. Нет более никаких тормозов и запретов. Обыдиочено все. Танцуют все тараканы во всех головах России. Спятили все. Какой-то бородач Малафеев, лезущий в олигархи, но туда упорно не принимаемый, предложил официально переименовать Путина императором. Вывести специальную трехцветную бело-синюю красную породу кошек и занести всех двухглавых орлов в России в Красную книгу. Особо опасный преступник, проходящий по базам Интерпола, как установленный отравитель Литвиненко, депутат Думы нынче предложил отобрать у Пугачевой и Галкина их замок. Но, разумеется, отобрать под популярным предлогом 8 лет Бомбас, спасение детей Бомбаса, но у туповатых путинцев под предлогом «спаси детей Бомбаса» вообще всегда и все. Ничего новенького они придумать не в состоянии. Вот ради спасения мифических детей ядерная война, 400 реальных убитых детей в Украине, руины, смерть. Тем не менее, предложение особо опасного депутата я бы рекомендовал Галкину не игнорировать. И я бы ему рекомендовал, вероятно, воздержаться от общения, и тем более от обедов с любыми депутатами Государственной Думы. Вообще Россию хлещут по щекам везде, где она свои щеки, то, что называется, развесила. Англичане умеют унижать исключительно элегантно. Послу России и любым официальным лицам дипломатических служб
запретили заходить в парламент Англии. Когда-то запрет на вход в английский парламент касался только прокаженных. Чуть позже, в 1858 году, к прокаженным добавились слишком сильно провонявшие. А вот в 2022 году к прокаженным и провонявшим добавились и русские дипломаты. Надо отметить, что когда решался вопрос допуска делегации настоящих людоедов в Папуа-Новой Гвинеи, тогдашний премьер Бенджамин Дизраэли все-таки дал им доступ, отметив, что даже краткое прикосновение к истинной цивилизации бывает целительным. Он оказался прав. Туземцы Папуа-Новой Гвинеи, как мы знаем, в результате перестали быть людоедами. А вот Россия с каннибальскими привычками проститься так и не смогла. Этот запрет означает, что к числу цивилизованных стран Россия больше не относится, и всякие кокетства с ней закончены навсегда. Все происходящее сейчас в мире не имеет, как мы знаем, никакого рационального объяснения, как, кстати, и будущая глобальная война тоже. У всех этих катаклизмов, которые нас ждут, нет ни одной реальной причины, кроме безумия Путина. Притом успехи Путина и так колоссальные, он уже разорил и сделал несчастным полностью свой народ. Но вот мало ему. Вот сделать несчастными миллионы людей, лишить их света, развития, комфорта, радости. У Путина четкая мечта сделать это. За что Вова мстит русским и миру, пока не ясно. Уморительный призыв, например, наполнить мир русскими машинами, создать конкурентный автопром, но мы понимаем, что все это в режиме бреда, он включил режим чистого бреда и до конца выступления его не выключал, как это было на форуме, на пропахшем трупами Петербургском форуме. Ведь никто не мешал России воровать, грабить, увечить, унижать собственное население. Там, что-то там пофыркивали какие-то правозащитные цацы, но это не имело ни последствий, ни резонансов. Россия для цивилизованного мира была той Марианской впадиной, дном мира, где по своим законам живут необъяснимые белоглазые мутанты, но их никто не трогал, им никто не мешал, никто не вмешивался, даже когда совсем уж сверхъестественные преступления режима, вроде истории с трусами Навального, всплывали на поверхность. Снести Путина Запад, конечно, мог 1000 раз без всяких проблем. Но Запад благодушничал, он видел в России эдакий парк юрского периода и думал, что стены парка надежные. Но как совсем недавно выяснилось, динозавры легко проламывают стены, разбегаются и устраивают Буче и Мариуполе. Результат этого долготерпения и этого благодушия, конечно, ужасен. Нынче Россия – это озверевшая, ощерившаяся, опозорившаяся и завравшаяся страна. На совершенно ровном месте, без всяких причин устроившая истерику, геноцид, массовые убийства и разрушение городов, войну, репрессии. При этом она настойчиво требует полной безнаказанности за свое поведение. Это абсолютно необъяснимо, это мировая аномалия, неразрешимая, скажем так, загадка. И эти вот аналитики российские, которые лежат в гробу на большой глубине, могила засыпана, утрамбована, гроб заколочен, полный рот могильных червей, давно утрачена дикция, отвалились кисти рук, но эти российские аналитики все никак не уймутся. Они колотят изнутри в крышку гнилыми суставами, скандалят, все пытаются регулировать движение наверху, указывать, как сажать цветочки на их могиле. Все, ребята, уже наконец спите спокойно, никто не будет вас никогда откапывать. Покойника не спрашивают о том, что писать на его могильной плите.
подведены все абсолютные итоги Петербургского экономического форума, выяснилось совершенно новое значение слова «международный». Во-первых, международный – это тот форум, который и не требует никакого привлечения вообще никаких народов, так как проходит между ними, народы никак вообще не затрагивает. При этом выяснилось, что предложить даже друг другу что-нибудь участники не смогли вообще ничего. Были заключены чисто отмывочные контракты, попилочные, что-то подписалось, но никаких других целей, кроме очередного присвоения государственных сумм, там, в общем-то, и не намечалось. Да и то по мелочам миллиардов, по-моему, всего на 5. Известная в России в прошлом секта Скопцов тоже обожала устраивать экономические форумы типа путинского. В Воронеже, в Саратове собирались скопцы со всей страны, а также лишенные писек иностранцы. Конечно, там продавались на этих ярмарках веревки, лапти, девушки, квас, другая мелочь. Но суть форумов была совершенно в другом. Там друг другу показывали это самое ничего. Происходила демонстрация ничего. Спускались порты, задирались косоворотки и показывали, что у них ничего нет, вообще ничего. Все отрезано, потом еще отрезано, дорезано и выскоблено. И чем ничевее, тем скопец считался круче. Примерно этим занимались друг перед другом участники Петербургского международного экономического форума. Если кого интересует реакция на оскорбительные песенки Шнурова в мой адрес, то подписывайтесь на телеграм-канал мой. Я послушаю обязательно и там уже прокомментирую. Ну вот, пожалуй, на сегодня это важнейшее. Да, кстати, вот тоже чрезвычайно важное. Слава Украине, живе Беларусь. От Саши Габышева, от шамана, есть новости. Я передаю ему вопросы, он на них отвечает. Все-таки он точно знает, что его посадка и его принудительное лечение было инициировано группой очень влиятельных шаманов или шаманов при Кремле.